Всем привет, с вами Банана Мастер. И сегодня мы делаем контрольную работу. Начнем с первой задачи. Для нее мне потребуется select вот с такими вариантами выбора. Как это должно работать? Я в селекте буду выбирать, допустим, вот это, нажимая на кнопку, и после клика в дивчик нужно будет вывести вот такой вариант ответа. Если бы я выбрал солнце, то вот такой. Snow, вот такой. Решение буду прописывать здесь. И первое, о чем я думаю, что я буду здесь использовать: if или switch. У меня select. В селекте нужно строго сравнивать вот эти вот 3 варианта выбора. И все. Это уже явные признаки того, что здесь будет switch. Далее я прописал switch, передаю сюда v1, ну, то, что я буду сравнивать. А я буду сравнивать как раз наше выбранное значение с такими вариантами, как пишу кейс, строка и первый вариант вот такой. Открываю тело кейса и пишу ответ. Если выбрали вот это, то мне нужно вывести в наш дивчик вот такой вот вариант ответа. Далее ставим брейк, что означает конец команды. Копирую это действие 2 раза, потому что у меня в общем 3 варианта. И редактирую каждый кейс под свой случай. Все, мы закончили. Теперь можно смотреть, как это работает. Выбрали это. Отлично. Snow. Отлично. Все работает так, как нужно. Переходим ко второй задаче. В этой задаче я буду вводить вот сюда какое-либо число, которое буду потом сравнивать с такими вариантами, как больше ли оно нуля или меньше оно, чем 0. Если оно больше нуля, нужно выводить позитив, меньше негатив, а если я сюда ввел 0, то zero. Решение буду писать вот тут. И первое, с чего я начну, это с ифа и сравнения того, не больше ли это число, чем 0. Если оно больше, то я в наш дивчик буду выводить такой вариант ответа, как позитив. Ну, то есть вот этот. Далее я допишу еще дополнительное вспомогательное условие. Это else if. И в нем в дополнительном условии вот так напишу. Типа, если 0 больше, чем v2, то это означает то, что тут негативное число. После чего добавлю еще else и вариант ответа на else. Если так, то zero. Проверяем, как это работает. 1. Да. Отрицательное число давайте какое-то напишу. Тоже да. И 0 работает также отлично. На всякий случай напомню, что как работает оператор больше-меньше в таком варианте. Если я вот так вот сделаю 0, 0, то это будет false. Так как 0 не больше нуля, они на самом деле равны, и в этом варианте будет false. Но если бы я хотел, чтобы, допустим, наше условие дало true, то я бы поставил здесь вот так вот, и тогда это больше равно, а значит такой вариант будет true. Ну, не забываем про отличие этого и этого оператора. Добавил один символ, видите, уже все поменялось. Окей, переходим к третьей задаче. В этой задаче мне нужно будет вписывать вот сюда какую-то ширину, какую-то высоту и при клике рисовать снизу кубик в соответствии тех размеров, которые я ввел в эти поля ввода. Чтобы нам было сразу заметней, я бы изначально что сделал? Перешел бы в HTML и сделал так, чтобы я этот кубик, ну, с самого начала увидел хотя бы, ну, чтобы мы понимали, что мы будем менять. Напишу здесь px, и вот наш желтый кубик появился. Теперь, получается, когда он появился, я могу переходить к решению.
На всякий случай еще раз напомню, я буду сюда вписывать новую ширину, новую высоту. При клике на кнопку меняются размеры кубика, исходя из того, что я вписал в эти поля ввода. Значит, первое, что я сделаю, это я изначально возьму наш кубик out3, его стили и конкретный стиль. Ну, начнем с ширины. То есть ширина его будет равняться вот такой переменной. Далее мы сразу эту переменную должны переобразовать в px, ну, потому что для стиля мы так должны писать. После чего я скопирую еще раз этот вариант ответа и пропишу его под высоту. Ну, чтобы у нас при вызове функции менялась не только ширина, но и высота. Для ширины я беру значение из этого поля ввода, для высоты из этого. Проверяем, как это работает. 200, 150 поменялось. Там другая ширина, например, давайте, не, пусть будет ширина такая же, высота другая. 350, клик, поменялось. Все работает успешно. Переходим к четвертой задаче. В этой задаче мне нужно менять фоновый цвет кнопки, исходя из того, какое число вписано в это поле ввода. Если число больше сотни — зеленый, во всех других вариантах красный. Ответ буду писать здесь и сразу начну с ифа. Беру наше входное значение и спрашиваю, не больше ли оно, чем 100. Если больше равняется сотне, то я беру наш дивчик и буду что делать? Буду менять его стиль. Какой стиль мне нужно менять? Мне нужно менять background на, если больше 100, это у нас green. Если же меньше, это red. Red — это у нас вот такой. Также я увидел, что тут не стоит плюсик, ну, то есть мы получили строку, и я эту строку в число преобразовываю с помощью этого оператора. Можно проверять. Четвертая задача — это вот тут вот. Я вписываю вот так вот, клик, и ничего не отработало. Я начинаю думать, что не так. Ну, по факту вроде бы все написано верно. И тут я вспоминаю, мне нужно менять фон кнопки, а я меняю фон дива. Ну, дива вообще не видно, в нем даже текста нету. Поэтому я вот тут вот для вывода вот так вот кнопку поставлю и вообще дивчик уберу. Он по этой задаче даже не нужен. Проверяем, как это работает сейчас. Я вписываю сюда вот это. Ага, зеленый. Число поменьше, красный. Все работает отлично. Переходим к пятой задаче. В этой задаче я буду вписывать в это поле ввода какое-либо слово. И если я вписал yes, мне нужно менять фон этого инпута на зеленый. Если там какое-то любое другое слово, то фон будет белый. Решение буду писать в теле функции, и это будет выглядеть так. Изначально if, проверяю наш входной текст с тем, равняется ли он слову yes. Если равняется, то я беру не out, видите, опять путаю, я беру input, опять style.background и говорю, что в таком варианте ты будешь зеленый. Добавляю else, и в такой вариант ответа, если, ну, оно false, то я буду делать его белым. Это white. Также все решение должно работать в реальном времени. То есть при нажатии на любую клавишу сразу же должна отрабатывать наша функция fun5. Поэтому я использую событие onInput для этого. Проверяем, как это работает. Ну, белый, как и всегда, yes и зеленый. Задача выполнена верно.
Переходим к шестой задаче. В этой задаче мне нужно брать число из этого полевода и узнать, в каком диапазоне оно находится. Если число, которое я сюда вписал, находится в диапазоне между нулем и десяткой, то нужно вывести вот такой вариант ответа. Если же это любое другое число, то no. Решение с тела функции сразу if. И первым делом, что я сделаю, я возьму наше значение, которое мы вписываем в поле ввода, и узнаю, не больше ли оно, чем 0. Также сразу напишу второй вариант условия. Это мне нужно узнать, больше ли 10, чем наше число. И по факту в этой задаче мне нужно что? Мне нужно использовать сразу два условия в одном ифе. Ну, узнать, не больше ли мое число, чем 0, и меньше ли оно, чем 10. Чтобы дописать эти два условия в одном ифе, мне осталось использовать вспомогательный оператор. Давайте я дам вам пару секунд, чтобы вы подумали и сами сказали, какой оператор здесь мне нужно использовать, чтобы оно заработало верно. Я пока допишу вывод. И правильный ответ — это оператор и. То есть, если левое и правое выражение true, то тогда отрабатывай тело ифа. Ну, или другими словами, если хоть одно false, все false. Также добавим else. Если же все-таки наше условие не отработало, то нам нужно выводить no. Вот так вот. Окей, проверяем. 1. Есть такое no. Прекрасно. Приходим к нашей седьмой задаче. В этой задаче мне нужно менять размеры этого кубика, исходя из того, на что я нажимаю. Например, нажал вот сюда, и его ширина плюс 200. Нажал сюда, его ширина минус 200. То есть при каждом клике сюда увеличиваю на 20, при каждом клике сюда уменьшаю на 20. Решение я буду прописывать вот здесь, и мне нужно будет две функции, потому что две кнопки. Одна на плюс, другая на минус. Также хочу сразу сказать, что это, наверное, одна из самых сложных задач тут. И далеко не каждый сможет ее решить. Но если вы смогли, это вот прям вершина на самом деле на этой теме. Окей. Эм, Значит, начнем с того, что изначальные размеры нашего кубика — это 100 на 100. Я сделаю переменную вот тут вот let size box 100. Это наши начальные размеры. Теперь мне нужно прописывать логику на плюс и минус. Как это будет работать? Я возьму sizebox, перезапишу его на э, прошлое значение плюс новое. Вот так. После возьму дивчик и перезапишу его стиль, а именно его ширину. Скажу, что она будет равняться нашему новому значению плюс px. Да, не забываем преобразовывать в px. Проверяем, как это работает. Отлично, работает верно. Теперь следующий этап. Эм, Нам по задачам нужно вот сюда добавить еще лимиты, ограничения. То есть максимальный размер нашего кубика — это 300 пикселей. Как я это добавлю сюда? Мне нужно вот так вот прописать if, если if sizebox меньше или нет, просто меньше 300, то тогда отрабатывай тело. Проверим, как это работает. Я вот так вот уменьшу.
ширина его 100, накликал, 280. Вот видите, вот тут можно смотреть за ним. Кликну еще раз 300, еще раз, ну все, больше не становится. Отлично, эта задача была сделана. Теперь нам нужно переходить ко второй части и прорешать логику с минусом. С минусом будет изначально что-то типа такого же, то есть мы берем циферку, наш сайзбокс, и уменьшаем его на 20. Потом эту новую ширину записываем. Но нам также нужно добавить ограничение, и минимальный размер нашего кубика — это 100. То есть если, давайте вот так вот, наш сайзбокс больше сотни, то мы делаем так, чтобы вот эта наша логика отработала. Проверяем, как это работает. Да, сразу наведу на кубик, чтобы мы видели его размеры. 100. Минус. Не работает. Окей. Увеличили немножко. Сейчас его ширина 160. Теперь уменьшаем. Да, да. Кликаю еще раз. Прекрасно. Работает так, как нам нужно. Если разбирать более подробно, как это вообще сработало, то это работает следующим образом. Вот, разбираю вот эту логику. Изначальный наш сайзбокс — это 100 пикселей. Получается, вот тут вот у нас 100 меньше 300. Да, это правда. И если это правда, то у нас отрабатывает тело ифа. Ну, как раз оно и отрабатывает в таком варианте. Что происходит в теле ифа? Я перезаписываю переменную sizebox. Получается, sizebox у нас равняется 100 плюс 20. Ну, по итогу логично предположить, что это 120 будет. Далее, ниже, вот тут вот, я беру наше новое значение, а новое 120 уже. Давайте, знаете, так, чтобы даже лучше понимали, я его вот сюда тоже запишу. Новое значение 120 плюс px. По итогу это у нас вот так вот получается. Далее, когда я кликаю повторно, у нас опять отрабатывает вот эта логика. И при повторном отрабатывании sizebox уже 120. Если это 120, у нас по-прежнему true. 120 плюс 20 — это 140. И этих новых 140 пикселей я записываю вот сюда. Вообще самое сложное здесь для вас было — это создать вот эту переменную. Нужно было прям додуматься, создать исходные размеры, чтобы их потом использовать в ваших вычислениях. Ну, если вы не додумались, то абсолютно ничего страшного. Эта задача считается очень сложной. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить.